Салют, френды! Меня зовут Арт Троицкий. Сегодня в сериале «Популярная советология» мы поговорим о черном рынке, который, иначе говоря, можно описать как торговлю нелегальными товарами по нелегальным каналам. Стержнем черного рынка в СССР была валюта. То, что вы видите на экране, американские доллары, евро тогда еще не было, соответственно, зато были Deutsche марки, французские франки, итальянские лиры, финские кроны и так далее. Все они имели еще свои сленговые названия. Скажем, вот я сейчас вспомнил, говоря о финской валюте, юксовой, от финского слова «один», одна финская марка, юксовый, вановый от слова «one», это значит $1, США и так далее. Занимались валютой так называемые валютчики. Валютчики — это, в общем-то, была элита среди форцовщиков, то есть деятелей этого самого черного рынка. Трое валютчиков во главе с легендарным Яном Рокотовым были даже расстреляны при Никите Сергеевиче Хрущеве. По-моему, это было то ли в 1961, то ли в 1962 году. Сразу надо сказать, что хождение иностранной валюты в Советском Союзе было строго запрещено. То есть нельзя было нигде расплачиваться долларами, менять доллары вне государственных обменников. Как можно было, в принципе, использовать доллары и вообще иностранную валюту в СССР? Только в том случае, если ты сам, естественно, официально, с выездными визами и так далее, выезжаешь за границу. В этом случае это был очень выгодный случай, потому что официальный курс рубля к доллару был такой: $1 равнялся 60 копейкам. То есть рубль был в 1,5 с лишним раза дороже доллара. При этом, разумеется, неофициальный, неформальный черный курс рубля к доллару был совсем иной. Ну, то есть, когда вот я только с этим впервые столкнулся, он был 1 к 3, потом был 1 к 4, 1 к 5 и так далее. Постепенно рос. Соответственно, значит, на чем основывались все эти самые валютные операции? Основывались они на том, что у иностранцев эти самые валютчики или скупали доллары по более выгодному курсу. Ну, то есть, вместо того, чтобы получить за свои $100 60 рублей, у валютчика иностранец за $100 мог получить, скажем, 200 рублей. Сами понимаете, что это больше, чем в 3 раза выгоднее. А мог потом уже там и 300 рублей и так далее. То есть, с одной стороны, можно было обменять валюту на рубли, с другой стороны, естественно, те же форцовщики предлагали иностранцам какие-то товары, типа матрешки или там иконы, или какой-то антиквариат, или что-то еще, не за рубли, а за доллары. Кроме того, имелись женщины, называемые валютные проститутки или путаны, которые самих себя предлагали за доллары. Ну а что они потом с этими долларами делали, это было их личное дело. Таким образом, страна Советов так потихонечку насыщалась этой самой категорически запрещенной валютой. Куда эту валюту можно было сбывать? А вот тут вот уже было несколько способов, но главный из них состоял в том, что начиная с 70-х годов из СССР началась эмиграция. Эмиграция в первую очередь по еврейской линии. Уезжали евреи, и часто это были весьма обеспеченные еврейские семьи. Ну и, соответственно, им тоже обменивали какой-то мизер, там, скажем, $100. Денег им нужно было гораздо больше. Вот и тут как раз им на помощь приходили валютчики. Существовали и другие способы использования валюты в том числе.
Быть валютчиком было очень рискованно, то есть это была совершенно вот такая категорически запрещенная деятельность. Поэтому, с одной стороны, с ними довольно жестоко расправлялись, с другой стороны, валютчики довольно часто стучали друг на друга. Скажем, тот же Рокотов, известно, что он был осведомителем об АХСС. Это коммерческое торговое подразделение МВД. То есть его крышевало МВД, а копало под него КГБ. В результате, разумеется, КГБ оказалось сильнее, чем МВД, ну и, значит, парни взяли и расстреляли. Но вообще там, конечно, было все в высшей степени мутно, аморально и неприятно. Чем еще, помимо валюты, занимались крупные форцовщики? Еще они занимались, естественно, золотом и драгоценными камнями. Но это та же твердая валюта, вот только в несколько иной форме. В Советском Союзе рынок золота и драгоценностей был стопроцентной государственной монополией. Ну, то есть вплоть до того, что даже обручальное кольцо, вот я помню, я покупал один раз в жизни обручальное кольцо, так вот для этого надо было получить в ЗАГСе специальную то ли справку, то ли путевку, и с этой самой бумагой, удостоверявшей, что я действительно собираюсь сочетаться с законным браком, вот только с ней я мог прийти в ювелирный магазин и купить там золотые кольца. А так вообще золото и драгоценные все эти минералы, вот это все очень строго контролировалось государством, и, соответственно, естественно, это тоже было предметом вот этого самого черного рынка. Тоже был у меня один дружок по имени Никита, который успешно этими самыми камушками, как он выражался, торговал. Наверное, самой такой знаменитой и пресловутой вещью, ставшей даже одним из символов, что ли, черного рынка, стали иконы или доски. И, соответственно, ребята, которых называли досочниками. Эти ребята отважно ездили в экспедиции по всяким там областям, в основном на север и на восток, по деревням, по хуторам, по каким-то вообще заповедным местам. В основном, конечно, они ездили к староверам, у которых больше всего сохранилось икон, ну и, соответственно, они выкупали, разумеется, за рубли, а иногда и за продукты, а иногда и за одежду, а чаще всего просто за бутылки, водка, спирт и все такое прочее. Они у них, значит, забирали эти самые иконы, которые затем продавали в основном, опять же, за валюту, поскольку коллекционеров икон в Советском Союзе было не так много, хотя, в общем-то, были очень крупные, ну, там, скажем, художник Глазунов, я видел его коллекцию икон, и это, конечно, нечто. Ну, еще там есть несколько известных людей из числа художников, писателей и так далее, которые собирали иконы, но в основном эти иконы, конечно же, шли за границу. Это был очень популярный там и ходовой товар, и вывозили их за границу в больших количествах. В первую очередь занимались этим дипломаты. Ну, диппочта, дипломатическая неприкосновенность. Дипломаты просто чемоданами вывозили иконы к себе там во Францию, Америку, Италию, Германию и так далее. В общем, это тоже был такой весьма и весьма доходный бизнес. Я сейчас рассказал скажем так, о внешнеторговом черном рынке, то есть валюта в обмен на товары, которые уходят за границу. Наверное, гораздо более крупной частью этого самого черного рынка был внутренний черный рынок. Внутренний черный рынок, на котором, опять же, продавались, но уже простым советским гражданам, продавалась не валюта на выезд, а продавались всякие вещи, с которыми им тут в Советском Союзе надо было жить. И, главное, очень хотелось жить. И за то, чтобы жить и иметь эти вещи, они готовы были идти, в общем-то, на весьма рискованные сделки.
Во-первых, какие были каналы поступления этих самых товаров на черный рынок? Иностранные студенты, в основном из развивающихся стран, Африка, Азия, Латинская Америка, их были десятки тысяч в СССР, и они ездили на каникулы к себе, там, кто в Нигерию, кто в Перу, и привозили оттуда вещи на продажу. Всяческие выездные советские люди типа моряки, летчики, водители-дальнобойщики, затем это гастролирующие за границей артисты, в первую очередь артисты цирка и артисты балета, то есть такие конвертируемые как бы советские виды искусства. Потом не в последнюю очередь и туристы, и дипломаты, то есть те немногие советские люди, которые, значит, имели возможность ездить за границу. Они, кстати, опять же были и потребителями вот этих самых долларов, которые скупали у иностранцев валютчики, то есть не только евреям шли доллары, в общем-то, советским людям они тоже бывали очень и очень нужны для того, чтобы купить что? Я бы разделил ассортимент товаров черного рынка на две части. На товары безобидные и товары идеологической подоплекой. Безобидные товары, классический пример – это американские сигареты, которые были очень популярны в Советском Союзе. Был один из таких статусных символов тоже. Я не знаю, сколько они стоили, потому что я сигареты никогда не курил. Но это был там особенно Мальборо. Вспомните фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Это была, конечно, культовая вещь. Вторая культовая вещь – это были модные шмотки. В первую очередь джинсы таких престижных фирм, как то Levi's, Wrangler, Lee, Lee Cooper. Потому что в Советском Союзе в магазинах «Березка» там одежда продавалась, но продавалась там одежда какая-то очень скучная. В основном немецкого производства, соответственно, если это были джинсы, то это были какие-то или итальянские джинсы Rifle, или немецкие джинсы, по-моему, Монтана они назывались. В общем, у настоящих ценителей джинсни это все не особо котировалось. Ну и помимо джинсов еще были некоторые предметы одежды, которые можно было купить только и исключительно на черном рынке. Часы. Это была такая интересная штука. Часы вообще были в Советском Союзе тоже одним из статусных символов. То есть советская элита, скажем, дипломаты, какие-то директора крупных предприятий, какие-то крупные чиновники и так далее, вплоть до воров в законе и цеховиков, как бы у них не было такой привычки, как это возникло в 90-е годы, расфуфыренно одеваться, ходить там со всякими золотыми цепями, там прочее. Особенно, естественно, у дипломатов, там всяких министров и так далее. Они должны были выглядеть как советские люди, но при этом они должны были чем-то выделяться. И вот этим предметом, которым они выделялись, как правило, были часы. Может быть, это могли быть какие-то перстни, но вряд ли. Лучше всего часы. То есть, если ты совсем крут, то у тебя будет там Омега или Rolex какой-нибудь. Если ты менее крут, там, скажем, это были японские часы, например, очень модные часы фирмы Seiko. И вот они ходили в таких обычных советских костюмах, сидели на совещаниях, а отсюда у них, значит, торчал на левом запястье этот самый Rolex. Музыкальные инструменты, об этом мы уже говорили. Музыкальные инструменты стоили безумно дорого. Их привозили чаще всего гастролеры из социалистических стран. То есть они приезжали со всякими Гибсонами, Роландами, Фендерами и так далее. В СССР это все продавали местным музыкантам за бешеные совершенно деньги. И возвращались для таможни. Вот, пожалуйста, электрогитара, значит, в описи. Но это была там электрогитара марки Урал, например. Я, в общем-то, таких историй наблюдал довольно много. И второе, более рискованное, это вот эти товары с идеологической нагрузкой. 3 основных разновидности – это, во-первых, конечно же, это пластинки, это вот эти самые виниловые альбомы, буржуазной, декадентской, идеологически вредной рок-поп музыкой.
привозить пластинки было очень выгодно. То есть они стоили в то время, скажем, в 70-е годы в Англии где-то 2-2,5 фунта, в Америке 3-4 доллара. Продавались они в Москве теми же студентами и так далее по 50-60 рублей. То есть, фактически доллар к рублю шел уже не там 1 к 4, 1 к 5, да, а 1 к 15. В провинции эти же пластинки стоили еще дороже, там цена доходила там, до 80, даже 100 рублей. Следующее наименование товаров – это порно. Порно – это могли быть журналы, потом уже попозже, в 80-е годы, это были всякие видеокассеты и так далее. Ну, естественно, порнография в СССР была категорически запрещена, но, в общем-то, люди ею интересовались. Так что порнуха. Последний, самый опасный, такой уже сугубо посадочный артикул – это так называемый тамиздат, изданные на русском языке книги на Западе и всякого идеологического содержания. Ну, тут, естественно, бестселлеры, это всякие там, типа «Архипелаг ГУЛАГ» или Джордж Оруэлл 1984, куча там всяких, опять же, антисталинских книг, в основном художественные, но, в общем-то, и научные, и публицистические тоже. Это тоже привозили, и, надо сказать, с большим риском. Каким образом шла торговля вот на этом нелегальном черном рынке? В общем-то, сугубо индивидуально. Из рук в руки с соблюдениями мер конспирации. Хотя бывали некоторые такие достаточно оптовые площадки. Я, скажем, знал одного мужика в Москве. У него была квартира прямо над станцией метро Маяковская. И вот эта квартира, это был просто в чистом виде магазин грамм-пластинок. То есть туда заходишь, там стеллажи вдоль стен, и по ним стоят, значит, всякие релизы, всякие, значит, модные пластинки. Причем очень часто какие-то особо популярные наименования, какой-нибудь там новый Элтон Джон или Сантана и так далее, даже стояли по нескольку штук. Ну, то есть в чистом виде пластиночный магазин. Я думаю, что его снабжали студенты, скорее всего, потому что, количество было просто невероятное. Индивидуально, интимно происходила торговля, естественно, потому что последствия этой самой торговли могли быть самыми печальными. То есть в лучшем случае, опять же, это или исключение, увольнение, или, соответственно, вербовка КГБ и так далее. Это все было довольно тяжело, но, в общем-то, ничего, мы справлялись, люди справлялись, музыку слушали и так далее. Стало это все потихонечку как бы легализоваться и рассыпаться уже только во второй половине 80-х годов. Скажем, если судить по пластиночному рынку, который был мне лучше всего знаком, то вот пресловутая «Горбушка» стала оформляться, там у них возник какой-то клуб меломанов или клуб филофонистов, уже не помню. В общем, уже где-то 86-87 год стали официально торговать импортными пластинками на «Горбушке». Ну, а потом и вообще этот черный рынок практически исчез, поскольку появился рынок всеобщий, универсальный. Те времена, конечно, были героические, и я могу только восхищаться стойкости, смелости, рискованности, скажем, советских меломанов, которые ради любимой музыки, в общем-то, готовы были идти на высшей степени отважные поступки. Так что мы были молодцы в этом смысле. Думаю, нигде в мире любители музыки так не рисковали. Но, может быть, разве что где-нибудь в Иране или в Камбодже при Пол Поте. Все, ребят, спасибо. Дорогие френды, это был Артемий Троицкий про черный рынок в видеоэпопее «Популярная советология». Всем счастливо.